Соседи. Они бывают разные, у кого-то добрые, приветливые и дружелюбные, у кого-то необщительные, злые, не желающие не только общаться, но даже не здороваются. История, которую мы сегодня вам расскажем, больше напоминает второй вариант. В одной из квартир Лондона жила бабушка, не желающая общаться с соседями. Максимум, что она делала, здоровалась. Люси Инеш было жалко бабушку, она видела, что ее никто не навещает, и всячески старалась предлагать свою помощь, но постоянно получала отказ. Однажды Люси, общаясь со своей старшей дочерью, услышала фразу, которая в корне изменила всю ситуацию. Дочь сказала: «Мама, я никогда тебя не брошу и всегда буду помогать, даже когда ты станешь старенькой». Люси настолько задела эта фраза, она решила, во что бы то ни стало, попасть к бабушке в квартиру и помочь ей. Женщина пошла к ней домой, чтобы в очередной раз предложить помощь, и бабушка открыла ей дверь. Когда Люси увидела краем глаза, что творится в квартире, она пришла в ужас. Еле уговорив бабушку, Люси зашла в комнату и увидела, что пол был очень грязным, мебель дырявой, еды практически не было на кухне, а та, что и была, совсем непригодна для потребления, а спала бабушка на грязном, разорванном матрасе прямо на полу, и, как оказалось, бабушка не принимала ванну. Несколько лет, потому что у нее не было воды. Убираться в квартире должным образом у нее не было сил и здоровья. Тогда Люси вместе с дочерью решили это исправить. Они несколько дней отмывали квартиру, выкинули всю старую мебель, все потрепанные вещи. Выброшено было практически все. Помимо этого, женщина разместила пост в Facebook: пожертвовать для бабушки необходимая мебель, домашнюю утварь, одежду и так далее. Всего за одни сутки было собрано 80% вещей. Из всего списка соседи выстроились в очередь, чтобы заполнить дом необходимым. За несколько дней у бабушки появилась новая, чистая мебель, хорошая одежда, а главное, новые настоящие друзья, которые не бросят ее в беде. А дочь Люси, Руби, провела остаток своих каникул с бабушкой. Они болтали, смотрели вместе телевизор. Теперь у бабушки есть все, что нужно для нормальной жизни. Люси говорит, что теперь не бросит бабушку и сделает все, чтобы у Миледи, так она ее называет, была достойная старость. А еще Люси добилась того, чтобы бабушке восстановили ее утерянные документы, без которых невозможно получить врачебную помощь. Это история о том, что каждому из нас нужно задуматься и обратить внимание на тех, кто рядом. Возможно, они просто стесняются попросить помощи, возможно, боятся ее просить. Никто не должен жить так, как жила эта бабушка. Мы все когда-то будем в таком возрасте, и неизвестно, что каждого ждет. Если вы думаете, что с вами такого никогда не случится, то зря, никто не застрахован. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.